Тема сегодняшнего занятия будет у нас касаться юнит-тестирования. Автоматизированного тестирования. Не только юнит-тестирования, а автоматизированного тестирования. Я вам попытаюсь рассказать высокоуровневый обзор этой тематики. Мы не будем писать юнит-тесты, вы можете это сделать самостоятельно. На эту тему масса литературы, мануалов. Вы можете справиться без меня. Я вам расскажу о философии юнит-тестирования, как я ее понимаю, и расскажу о наиболее, мне кажется, опасных ошибках этого процесса. Тех ошибках, которые совершают зачастую программисты, я в том числе, и которые, мне кажется, стоит избегать. Начнем с самого главного, мне кажется, самой главной темы, это целях тестирования. Для чего вообще нужны юнит-тесты? Я буду говорить юнит-тесты, хотя считайте, что я имею в виду автоматизированные тесты. Просто юнит короче. Задача тестов, как я ее понимаю, и как мне кажется ее правильно понимать, в первую очередь заключается в том, чтобы помочь программисту писать код быстрее и спокойнее. Именно быстрее. Наверное, самое главное определение – это скорость. Самое главное качество, которое мы получаем благодаря юнит-тестам, это скорость. Юнит-тест создается программистом после того, как, или до того, или после того, это не принципиально. Либо вы делаете тест-driven development, либо делаете тесты, пишете после того, как написали код. Но суть в том, что в итоге остается два блока кода. Первый – это, собственно, ваш код, который вы написали, и вторая порция кода – это код, который тестирует тот код, который вы написали. И делает это автоматически. То есть человек не участвует в этом процессе. Нажимается какая-то одна кнопка, запускается какой-то скрипт, и этот юнит-тест запускает тот код, который вы написали, и с разных сторон, под разными углами пытается его сломать. Пытается проверить, возможно ли его сломать, подавая всевозможные входящие параметры, пытаясь вызвать его в разных контекстах, пытаясь доказать самому себе, что код удовлетворяет тем условиям, которые должен удовлетворять, или наоборот не удовлетворяет, то есть его можно сломать. И делается это автоматически. Красота этого подхода в том, что мы, написав один раз такой тест, можем запускать его много раз. И можем оставлять его вместе с кодом в репозитории на долгое время, навсегда. Мы пишем код и одновременно с этим пишем тесты, которые остаются в репозитории, и они запускаются все вместе. Каждый раз, когда мы вносим какие-то изменения в код. Код растет, количество строк кода увеличивается. Мы начали с небольшого проекта, в котором было 500 строк кода, и 2 юнит-теста суммарно, в которых было тоже по 100 строк кода. И через год у нас 10 тысяч строк кода в проекте, или 50 тысяч строк кода, и еще 100 тысяч строк кода юнит-тестов. И каждый раз, когда мы берем эти 50 тысяч строк кода и вносим изменения в какую-то одну строчку, мы запускаем все 100 тысяч строк кода юнит-тестов. И они проводят большое количество проверок под разными углами, пытаясь сломать тот код, который в этих 50 тысячах строк кода находится. И это делается быстро. Это делается за минуты, может быть, за десятки минут. Это обычно должно быть недолго. Должно быть. Если мы правильно пишем эти юнит-тесты. И вот мы каждый раз, меняя одну строчку в нашем продакшн-коде, мы прогоняем, допустим, 3000 юнит-тестов. И каждый юнит-тест пытается в разных форматах проверить большое количество мест в нашем коде, хотя мы изменили всего одну строчку. И в этом, собственно, вся идея, чтобы мы при каждом изменении проходили полное тестирование всего. И мне, как программисту, такой сетап, такая конфигурация сильно облегчает разработку. Как именно? Я вхожу в проект, или я уже в проекте, и мне нужно изменить какой-то небольшой функционал, допустим, добавить новый функционал или исправить какую-то ошибку. Я открываю эти 50 тысяч строк кода, нахожу то место, где, как мне кажется, находится ошибка, исправляю это место, но я не уверен в том, что я ничего не сломал. Я не уверен в том, что все остальные 50 тысяч строк кода, которые там находятся, не были
эффект, как сказать, не были impacted by my changes. То есть те изменения, которые я внес в этот проект, они, возможно, могли повлиять на весь остальной код. Как мне это проверить? Мне страшно. Если я ответственный программист, я понимаю, что этот код находится в продакшене, то я боюсь просто так взять и изменить какую-то строчку. Потому что кто его знает, чем это кончится. Я изменил одну строчку, а где-то в другом месте, который я не заметил, я просто не знал. Но мои изменения приведут к серьезным ошибкам в другом месте. И даже если я у себя на локальном компьютере проверил то место, которое я изменил, то все равно это не гарантия того, что это изменение, оно не повлечет за собой серьезные проблемы в остальных местах. И мне нужно как-то это проверить. Если я этой проверки иметь возможность сделать не буду иметь возможность сделать такую проверку, то я буду очень бояться разрабатывать мой продукт. Я буду очень бояться вносить изменения. И даже есть такой термин для этой ситуации, называется fear-driven development. Когда мы разрабатываем, когда нас подталкивает вперед наш страх, исключительно страх. Даже он не подталкивает вперед, он сдерживает нас, он сильно нас ограничивает в разработке. И вы знаете, я сталкивался с некоторым количеством менеджеров, которые считают, что это так должно быть. Что программист, у них даже так они это формулируют, что программист должен ответственно относиться к своему коду, к тем изменениям, которые он вносит, и ответственно относиться, и каждый раз, когда он что-то изменяет, он должен понимать всю ответственность того, что он делает. Особенно это было популярно в тех проектах, где были в продукте использовались финансовые транзакции и менеджмент, безграмотный менеджмент, который сам не являясь программистом, не понимая, как устроена разработка, приходил со своей позиции менеджмента и говорил: ребята, вот вы вчера что-то сломали, мы из-за этого потеряли транзакции, потеряли пользователей, у нас здесь проблемы в поддержке, нам звонят, кричат, это вы виноваты. Вы, как программисты, вы виноваты в том, что конкретно вот этот программист, вот сейчас мы его найдем, кто это был, конкретно этот программист, он внес эти изменения в этой строчке, и из-за этого, транзакции были ошибочные, или мы сняли в 2 раза больше денег с клиентов. Виноват именно этот человек. Почему? Потому что он, меняя строчку 128 в файле abc каком-то .java, он не подумал, что это может повлиять на файл bcd, находящийся в совершенно другом месте проекта, и там транзакции будут умножаться на 2. Как же так он не подумал, значит он безответственный. Где же его внимание к разработке, где его честь программистская? Это называется fear-driven development. И это плохо, такого быть не должно. Почему? Потому что завтра этот программист, которого обвинили во всех грехах в этот момент, который очень себя чувствует плохо, конечно, завтра он будет делать что? Он будет просто меньше вносить изменений, он будет дольше разрабатывать, скорость его разработки будет падать. Он будет дважды, трижды, 5 раз проверять. Нам может показаться, что и хорошо, пускай проверяет, качество повысится, потому что он будет внимательно относиться к этому. Но не повысится качество, потому что сколько ни проверяй, все равно эту связь между файлом ABC и файлом CDE, если она внутри проекта не прослеживается, очевидно, ее установить будет крайне тяжело, каким бы программистом хорошим этот человек не был. Это первое. И второе, при снижении скорости разработки по-большому будет страдать бизнес. Конечно, все будут в итоге страдать, потому что каждый программист будет бояться вносить изменения, и этих изменений будет в проекте все меньше, меньше и меньше и меньше. В итоге все это приведет к тому, что все будет плохо. Поэтому предлагается концепция юнит-тестирования, автоматизированного тестирования. Я даже часто сравниваю юнит-тесты с сеткой безопасности, которую используют строители при возведении высотных зданий. Вы, наверное, видели эту сетку, которая окружает дом по периметру, недостроенный дом, когда строительные работы ведутся на верхних этажах, а под ними, на этажах ниже, по периметру здания натянута сеть. Вы можете посмотреть на строящееся здание, практически всегда эта сетка присутствует. Сетка, она шириной, может быть, 1,5-2 метра, достаточно широкая сеть, достаточно крепкая. Она натянута для того, чтобы, я так понимаю, избежать 2 проблем. Первое – это
проблема потери инструмента или строительного материала и его попадания на нижние этажи или даже на прохожих, которые под зданием находятся. То есть пока строитель работает, пока он со своими инструментами, молотками, ключами, чем только там строители не работают, пока он с ними обращается, он может по ошибке какой-то инструмент уронить. И этот инструмент упадет вниз на проходящего под домом человека, на ребенка, и может нанести каким-то травмам привести. Чтобы этого не случилось, натягивают сетку. Не строителю говорят: будь внимателен, не бросай инструмент, держи молоток крепко, держи ключи крепко. А говорят: да не важно ты, как ты держишь молоток, ты главное строй дом. Нам от тебя нужно быстрое строительство дома. Нам не нужно, чтобы ты был аккуратный с молотком. Это важно, безусловно, но это вторично. Если ты будешь неаккуратен с молотком, то у нас есть для этого сетка безопасности. Мы спасем этот молоток от попадания на прохожих внизу. Ты, главное, нам быстро дом строй и качественно. Ты думай о качестве строительства дома, а не о том, как не уронить инструменты. Это первое. Второе, сам строитель может упасть. Сам человек может, находясь наверху, на верхнем этаже, может просто случайно оступиться и полететь вниз. Опять же, сетка его поддержит. То есть эти сети безопасности, которые есть вокруг дома, они ускоряют работу человека, делают его работу быстрее. Он может свободнее, не опасаясь, что он упадет или молоток упадет. Он может двигаться вперед быстрее, быстрее строить, быстрее возводить здания. То же самое с юнит-тестированием. Юнит-тесты нужны, чтобы мы быстрее могли разрабатывать. Если у вас нет юнит-тестов, я сейчас такой контур уже пример привожу. Если вы разрабатываете проект, и у вас нет тестов, и вы говорите, что у меня нет тестов в проекте, потому что у меня не было времени их написать, то это аналогично фразе, как строитель скажет: знаете, я строю 9-й этаж уже, но у меня нет пока времени сделать сетку безопасности на 8-м этаже. Вот я дострою 12-й этаж, и потом начну возводить сетку безопасности. Как часто говорят люди в проектах по программированию. Мы сначала закончим, а потом у нас будут деньги и время на юнит-тестирование. Мы все сядем, возьмем у заказчика дополнительный бюджет и сделаем юнит-тесты. Это также абсурдно звучит, как натягивание сетки безопасности, когда дом уже достроен. Сеть безопасности нужна, пока мы строим дом, для того, чтобы мы строили его быстрее. То же самое с юнит-тестами. Нам нужны юнит-тесты, пока мы разрабатываем софт. Когда мы его закончили разрабатывать, в них смысла мало, потому что мы уже все сложные процессы прошли, мы уже софт рабочий, и они нужны, может быть, будут, если мы начнем поддерживать софт, начнем его дорабатывать. Тогда встанет вопрос, опять же, о тестах, потому что будет сложно что-то изменять, если у нас нет автоматизации. Да. То есть тест – это ваш помощник. Автоматизированный тест – это инструмент, такой же, как молоток, такой же, как IDE, которым вы пользуетесь, такой же, как компилятор, такой же, как, не знаю, статический анализатор или стайл-чекер. Это инструмент. Если у вас этого инструмента нет, а это очень важный инструмент, это самый важный инструмент, то вы просто будете медленнее разрабатывать, вы будете бояться вносить изменения. Если проект покрыт тестами очень хорошо, мы позже будем разбирать, что такое покрытие, но наверняка многие из вас знают. То есть если тестов очень много, и они написаны качественно, что такое качественно, мы сегодня поговорим, то они хорошо покрывают код, и значит, что при внесении каких-то изменений в коде, они очень информативно, очень качественно, очень толково, очень детально покажут программисту, где он ошибся. Тест – это такой некий как помощник вам, такой, который схватит вас за руку и скажет в нужный момент, и скажет: секунду, здесь мы поменяли, здесь ты поменял, а вот в этом месте поломалось, я сейчас тебе покажу, почему поломалось, и покажу даже, как, может быть, исправить. Это вот идеальный формат юнит-тестов, которые профессионально написаны, качественно, на них большое внимание обращено. И я даже считаю, что тестов должно быть больше в проекте по объему. Если проект, так сказать, развивается и уже не на первых месяцах находится, а уже более-менее в стабильной фазе, то объем тестов внутри проекта должен быть больше по количеству строк кода, по количеству инструкций, чем сам код исходный. То есть, когда проект стартует, у меня есть даже статья на блоге, я вам внизу ссылку дам. Несколько лет назад я делал такое исследование небольшое в своих проектах и смотрел, как меняется соотношение между программным кодом, основным продакшн-кодом, и кодом, который касается юнит-тестов. И вот этот график, он почти всегда одинаковый, очень похожий во многих проектах. Сначала, когда проект стартует, продакшн-код растет, а тестов меньше.
их как-то, их незначительно на старте, потому что не очень понятно еще вокруг чего натягивать эту сетку, потому что дом еще не имеет даже каркаса, он не имеет даже, он на этапе фундамента он находится, то есть пока еще не идет возведение, и эта сетка, непонятно вокруг чего ее натянуть, то есть трудно пока написать тесты, потому что код в скелете. Поэтому сначала идет рост объема кода и небольшой, такой незначительный рост объемов тестов. Потом происходит внезапный всплеск в области тестов, а рост кода не ускоряется. То есть код потихоньку растет, но тестов становится резко больше. Потому что происходит? Мы уже видим каркас, уже код более-менее становится нам понятен, мы понимаем, какой где функционал, и в этот момент мы начинаем видеть, что изменение любой точки этого кода приводит к дефектам в других точках кода. И мы начинаем интенсивно покрывать тестами эти блоки кода, потому что мы видим, что у нас эта сетка дырявая. То есть когда у нас код, когда наши тесты не ловят ошибки, это означает, что у нас дырявая safety net на английском. То есть через нее пролетают молотки, люди, кирпичи, все пролетает сквозь. В ней большие дыры. Вот эти дыры – это отсутствие тестов. Если вы внесли изменения в код, а в другом месте поломалось, и тест это не поймал, значит ваш safety net дырявый. И вы должны не себя винить, и не программиста, что он что-то внес какие-то изменения и поломался какой-то код в другом месте. А это виноват тот, кто делал сеть безопасности. Не строитель виноват, что он бросил молоток, а молоток пролетел сквозь дыру в сетке. Чем строитель виноват? Он знает, что его должна сеть поймать. Он молоток взял и бросил. Случайно или даже не случайно. Просто бросил, не обращая на это внимания. Потому что ему не это важно. Ему важно дом строить, кирпичи класть, цемент размешивать. А молоток пролетел. Вот так и в вашем коде. Если вы это видите, то значит вам нужно обращать внимание на safety net. И в проектах происходит именно так. Начинается резкий всплеск, резкий рост объема тестов. А потом он замедляется. И продакшн код догоняет его. И они начинают двигаться примерно в одной. Динамика становится одинаковой. Вот такое вот интересное наблюдение я сделал из своих проектов. Я вам ссылку скину, там есть цифры и ссылки на проект. Вы можете посмотреть в своих проектах. Там даже есть инструмент, которым я измерял. Я сделал небольшой тул такой, которому даешь GitHub репозиторий, и он этот график рисует и показывает, что происходило, как менялся объем продакшн кода и объем тестового кода. Запустите, посмотрите. Так должно быть. Я считаю, что такая динамика, она логична. Что на первых этапах сначала тестов нет, потом их становится все больше и больше. То есть, завершая эту мысль, эту первую часть нашей лекции, завершаю ее утверждением, настоятельным утверждением, даже, так сказать, таким криком в сторону всех программистов, потому что я вижу это очень часто, почти всегда. Почти всегда на вопрос, есть ли у вас тесты в проекте, насколько их много, почти всегда ответ: у нас не было времени. Это совершенно нелогичный, безграмотный ответ. Не говорите так. Говорите: мы не знаем, как написать тесты, мы не умеем их писать, мы слишком самонадеянные, мы не специалисты в области юнит-тестирования. Любую другую отговорку. Но ни в коем случае у нас не было времени, потому что это бессмысленно. Это все равно как: давайте мы эту машину будем, какой там анекдот был про бензопилу. Когда пилили бензопилой, а потом сказали им, что если будете очень хорошо стараться, то и бензин туда нальем. И заведется эта бензопила. Так и здесь. То есть мы давайте будем писать, а потом, когда мы напишем, нам еще и тесты дадут. Мы еще и тесты напишем. Но быстрее же будет с тестами. Вы будете легче писать, вам будет удобнее писать. Зачем пилить бензопилой без бензина, если можно налить бензин, завести ее, и она будет пилить в 10 раз быстрее. Но они сначала пилят, говорят: мы сначала допилим. У нас сейчас нет времени бензин заливать, нет времени идти наливать его, искать, доставать, заливать, заводить, разбираться, как пользоваться этой бензопилой. Нам нужно пилить. Это главное. Главное перепилить это дерево, потом все остальное.
Здесь не должно быть такой же парадокс, такой же безграмотная постановка вопроса. Не надо сначала допишем, потом будем тестировать. Мы сначала тестируем, мы сначала придумываем эту сетку безопасности, готовим площадку удобную для разработки, а потом начинаем писать, и каждый раз, добавляя какой-то функционал, мы видим, как наши тесты нам помогают и подсказывают. Все нормально, вы по-прежнему продолжаете, все по-прежнему стабильно, весь код по-прежнему собирается и компилируется, и тестируется, весь код рабочий. Ну вот, это первая мысль. Попытайтесь ее прочувствовать, попытайтесь сделать именно так. Второе, что я вам хотел рассказать, это разница между интеграционным и юнит-тестированием. Вопрос очень старый, его много обсуждают и разные мнения на этот счет. Я вам скажу свое мнение. Ну, во-первых, что это значит, может быть, для тех, кто не в курсе. Тесты, автоматизированные тесты, как я сказал, это всегда некий блок кода, который при запуске тестирует другой блок кода. Без участия человека. Я одну кнопку нажал, этот блок запустился, мой тест, он запустил мой другой блок и говорит, в том блоке нет ошибок. Я его запустил, я передал ему параметры, передал ему 2 и 3, он вернул мне 5. Значит, там сложение произошло. И вот он работает, он складывает двойку плюс тройку. Мы не знаем, складывает ли он тройку плюс тройку, вернет ли он 6, или он, может быть, все время возвращает 5. Может быть, это заглушка, может быть, он на любой вопрос возвращает пятерку. Но, по крайней мере, 2 и 3 мы ему передаем, и он пятерку возвращает. Ну, наверное, он работает. Наверное, настолько работает, насколько этот тест от него ожидает работоспособности. Может быть, он 0 плюс 0 не сложит. Может быть, он 0 плюс минус 1 не сложит. Это мы не знаем. Может быть, он 0 плюс 3,5 тоже не сложит. Мы это не проверяем. Мы двойку и тройку, пятерку он возвращает. Вот у нас такое покрытие, такое небольшое покрытие этого блока. Это называется автоматизированный тест. Бывают тесты очень примитивные, очень простые, которые тестируют, даже это слово может быть простые, примитивные, неправильно. Правильное слово очень изолированные. То есть тесты, которые берут только ваш модуль, который вы тестируете, передает туда, например, как в этом примере, передает двойку и тройку, получает на выходе пятерку. Это можно назвать юнит-тестом, потому что этот ваш блок кода, который работает, этот калькулятор, он не зависит ни от каких файлов, ни от операционной системы, он не зависит от интернета, он не зависит от памяти, даже особо не зависит, он не выделяет особо там память, ну, наверняка, может быть, выделяет под эту пятерку, которую нужно вернуть, но, скорее всего, там больших операций с памятью не происходит. Он не зависит ни от чего внешнего, то есть он сам по себе изолирован, самостоятельный, поэтому называется это юнит-тест, то есть мы тестируем только юнит. Мы даем ему на вход нужные параметры. Эти параметры тоже от операционной системы не зависят, это просто два числа. Но не зависит от памяти. Да, где-то эти числа хранятся, где-то либо в памяти, либо в регистрах. Ну, какая-то зависимость есть, совсем независимым быть нельзя. Но эти зависимости минимальные, поэтому тест называется юнит-тест. А интеграционный тест на этой вот шкале между юнит-тестами и интеграционными тестами, это такая шкала, где можно, наверное, слева поставить юнит-тесты, совсем примитивные, которые изолированно тестируют блок. И справа поставить интеграционные тесты. Интеграционные тесты, они стараются протестировать все приложение целиком. Допустим, если это калькулятор, то допустим, интеграционный тест может запустить докер-контейнер. В этом докер-контейнере сделать так, чтобы там докер-контейнер, например, с операционной системой CentOS версии 7. И вот в этой версии CentOS он сначала сделает, допустим, инсталляцию вашего калькулятора через инсталляционный этот package manager, там Yum, например. И потом, после того, как он проинсталлировался, он его запустит через, допустим, Bash и передаст ему на вход двойку и тройку и посмотрит, чтобы он выдал пятерку и exit-код у него был нулевой. Вот это интеграционный тест, так сказать, тестирующий целиком весь lifecycle, весь цикл использования вашей программы. Какой тест важнее? Какой тест нам интереснее иметь в нашем арсенале? Первый или второй? Юнит-тест или интеграционный тест? Они оба важны. Оба этих теста и то, что находится между ними, потому что на этой шкале, в этом диапазоне между юнит-тестами и интеграционными тестами есть большое количество вариантов. Можно не запускать докер-контейнер, можно запустить калькулятор в существующей операционной системе, в существующем окружении и тоже посмотреть, что будет. Можно даже Bash не запускать, можно запустить это просто как процесс. То есть разные варианты есть на этой шкале. Что из них важнее? Каждый по-своему важен. Для чего важны? Они для разных целей. Я бы даже сказал, что они, наверное, у них две
Ну, давайте обсудим цель первого и цель второго. Для чего нужны юнит-тесты? Юнит-тесты, у обоих из них одна и та же цель. Это safety net, как мы сказали. Это сетка, которая помогает поймать программиста за руку, когда он что-то поломает. Допустим, я возьму эту программу, внесу в нее изменения, она будет двойку с тройкой складывать, пятерку по-прежнему там возвращать, но что-то изменю так, что при попадании туда каких-то других цифр она там работать не будет. Ну, пример, наверное, супер простой, поэтому тут не поиграешься, но вы можете себе представить свой реальный кейс, свои реальные программы. Когда мы их разрабатываем, то я хочу юнит-тесты использовать во время непосредственно написания кода. Вот прямо я пишу строчку за строчкой, и я хочу иметь возможность быстро, очень быстро, за миллисекунды, запустить тесты, юнит-тесты, и посмотреть, не поломал ли я чего-нибудь. Потом поменяю две буквы в этой строчке. Опять запускаю юнит-тест. Опять посмотрел, не поломал ли. То есть я могу так шаг за шагом инкрементально продвигаться по коду, каждый раз запуская. Так я работаю. Я так часто очень разрабатываю. Я дебагинг не использую вообще. Я вам тоже не рекомендую. Вообще дебагинг — это технология плохая. А вот юнит-тестинг в таком формате, когда тестов много, и каждый раз, двигаясь по коду, добавляя немножко кода или меняя немножко код, мы каждый раз смотрим, что нам говорят тесты. И если тесты молчат, то есть они все зеленые, а мы понимаем, что мы что-то сломали, то мы добавляем еще один тест, который и пытаемся сделать его красным, пытаемся сделать, чтобы он поменял цвет. И они маленькие, эти тесты, они очень быстрые, они юнит-тесты. И эти юнит-тесты, их скорость, она является очень важной характеристикой для этих юнит-тестов, потому что она позволяет нам их использовать внутри среды разработки, внутри IDE. Прямо одной кнопкой, если вы IntelliJ используете, там Command-R или как-то так, или Alt-R, Command-R, Control-R, то есть у меня Control-R. То есть я нажимаю Control-R, Control-R, и мгновенно запускаются тесты, это у меня занимает секунды, несколько секунд для прогона всех тестов в программе. Это первая задача. А теперь задача интеграционного теста. Интеграционные тесты тоже служат той же цели. Они тоже нужны, чтобы поймать меня за руку, когда я что-то сломаю. Но они долгие. Пока он запустит докер-контейнер, пока он в этом контейнере установит какой-нибудь там package manager, пока он там все настроит. Это все занимает минуты. Интеграционные тесты, они обычно занимают минуты, иногда часы. Если это очень большой проект, то это могут быть десятки минут или даже часы. Я не могу их запускать после каждой строки. Я не могу изменить одну строку и запускать интеграционный тест. Слишком дорого, я буду очень медленно разрабатывать. Моя разработка будет очень тяжелая, я ничего не сделаю за весь день. Я запущу 10 раз интеграционный тест или 5 раз, и все. Мне нужно их запустить 5 раз за минуту. Интеграционные тесты нужны для того, чтобы после того, как программист поигрался с юнит-тестами, и у него все сходится, они у него все зеленые, и он внес необходимые изменения, потом приходит его продукт на сборку, continuous integration или continuous delivery, когда уже мы принимаем решение о всех изменениях, которые сделал программист за этот pull request, за этот merge request, принимаем решение, принимать эти изменения или нет. И в этот момент мы запускаем интеграционные тесты, которые стараются сложить все вместе, максимально все вместе, и убедиться в том, что мы по-прежнему как целостная система работаем, как система работаем. И вот большинство, опять же, программистов, с которыми я общаюсь, и студентов в том числе, уделяют внимание юнит-тестам и меньше уделяют внимание интеграционным тестам. Ну, почему? Потому что их писать тяжелее. Хотя юнит-тесты тоже писать не просто, если они действительно юнит-тесты. То есть легче всего писать что-то посерединке. Это самые простые тесты, которые в середине этой шкалы находятся. Они и не юнит-тесты. Почему? Потому что они зависят от файлов, от операционной системы, от интернета. Такие тесты, которые выглядят как юнит-тесты, но на самом деле они зависят. На самом деле этот тест, когда запускается, он работает медленно. Он работает не 20 миллисекунд, а он работает секунду. Почему секунду? Ну, потому что он создает файл, временный файл, еще один временный файл, потом запускается, потом удаляет эти файлы, или идет в интернет, достает что-то из интернета, скачивает, тоже использует. То есть делает какие-то операции, которые под капотом обычно это происходит. Программист этого не видит и просто медленно работает тест. Медленно, и он еще потом становится часто флеки. Здесь такой термин. Флеки тест — это тест, который сегодня работает, завтра не работает. Вот это вот такие горе-юнит-тесты, которые выглядят как будто это юнит-тесты, и заявлены они как юнит-тесты, но в реальности это такие полуинтеграционные тесты. Они посередине находятся, в середине этой шкалы.
где-то вот здесь. Они и не интеграционные полноценно, то есть они не говорят, что мы здесь собираем все целиком. Они обещают, что они юнит, потому что они называются как юнит-тесты, они тестируют как будто бы один класс, как будто бы один метод этого класса. Но в реальности тот класс, который они тестируют, если мы про объектно-ориентированное программирование говорим, тот класс, который они тестируют, он внутри себя имеет зависимости. Он зависит от файловой системы, как я сказал, зависит от интернета. И эти зависимости не мокаются, такой термин есть. То есть они не подставляются, не создаются в поддельные зависимости, такие моки так называемые, для этого класса. И не даются эти новые зависимости, вот эти поддельные, фальшивые, на которых бы он работал. Вместо файловой системы, чтобы он работал с поддельным таким источником данных. Вместо интернета, чтобы он ходил не в интернет, доставая данные, а в наш некий поддельный, специальный такой фейк источник данных. Этого не делается зачастую. Зависимости не разрываются. И мы получаем полуинтеграционный, полуюнит-тест. Вот их пишут в основном. В основном происходит именно это. Люди не умеют и не стараются сделать действительно юнит-тест. Они не умеют это делать, это сложно. Нужно действительно задумываться о правильном дизайне классов. Нужно сделать так, чтобы класс действительно был, чтобы у него зависимости были injectable. То есть нужно сделать, чтобы был dependency injection, правильно сделан не dependency injection контейнер, а dependency injection в масштабах каждого класса. Зачастую этого не происходит, такой dependency injection не имеет места. И в итоге что имеем, то имеем. Плохой код на входе, плохие тесты на выходе. Тесты, которые не юнит-тесты, а просто какие-либо тесты, какие-то тесты. Какие получилось, такие и сделали. Вот. Но дальше люди не идут в сторону интеграционного тестирования зачастую. Они вот останавливаются на этих вот полуфабрикатах, таких полуюнит-тестах, полуинтеграционных, а настоящие интеграционные тесты не пишут. Например, я вам приведу пример. Вот недавно несколько студенческих работ я смотрел на другом курсе. И там нужно было делать, каждый делал свое что-то, но делали в основном либо веб-систему, либо мобильные приложения. И всегда эти системы состоят из двух частей. Если это веб-система, то у них обычно есть фронт-энд, и они делают бэк-энд. То есть у них есть некий JavaScript, называется это фронт-эндом, что-то написано на JavaScript, в каком-то JavaScript фреймворке, в каком-то React, например, и бэкэнд. Бэкэнд, он соединен с базой данных, и, соответственно, фронтенд открывается, и JavaScript начинает делать запросы в бэкэнд, и так эта система и работает. Если это мобильное приложение, то у них есть, собственно, мобильное приложение на каком-нибудь Flutter, и есть бэкэнд, который тоже подключен к базе данных, и с этим Flutter они через JSON или как-то так они разговаривают. И вот они пишут тесты. Они пишут тесты для бэкэнда, проверяют, иногда пишут даже тесты с поддержкой базы данных, то есть разворачивают реальную базу данных, иногда тест-контейнер используют, например, иногда собственный докер-контейнер, иногда еще как-то, то есть поднимают временную базу данных, тестируют, что с ней работа происходит хорошо, все у них работает. Иногда они делают даже для фронтенда тесты, реже, потому что тестировать фронтенд тяжелее обычно, и они делают какие-то тесты, которые проверяют, что этот JavaScript живой вообще, это реже значительно. Но почти никогда они не делают тест, который бы включал в себя два компонента. И мобильное приложение, и бэкэнд. То есть как-то так нужно сделать, чтобы запускался какая-то тестовая среда по одной кнопке, чтобы я нажимал одну кнопку, запускалась какая-то тестовая среда, в ней стартовал бэкэнд, потом стартовал как-то или не стартовал, а был готов к использованию фронтенд, если это HTML, допустим, просто готов к использованию. Потом запускался браузер, какой-то headless браузер, Chrome, я не знаю, Firefox, и он делал запросы на этот фронтенд в автоматическом режиме, через командную строку, через эти, как они называются, эти драйверы. Он обращался через драйвер, к нему поступали команды в Firefox. Firefox обращался к фронтенду, фронтенд обращался к бэкенду, бэкенд отдавал ему результаты. Фронтенд рисовал бы это все в HTML формате, и дальше, используя, например, Selenium, мы Firefox давали команды двигаться по этой строке, по этой странице, получившейся по HTML, читать нужные места и нам отдавать эту информацию о том, действительно ли мы увидели на странице то, что мы хотели увидеть. Вот такой полный цикл тестирования программисты не делают.
То есть у них в итоге получается продукт, который оттестирован в изолированном режиме. У нас есть интеграционные тесты для бэкэнда, интеграционные тесты для фронтенда, может быть, но нет цельного интеграционного теста. А значит, нет гарантий, что все это вообще все целиком работает. Я думаю, что такой тест, который собирает все вместе и гарантирует, что все целиком работает, что весь, так сказать, use case, весь сценарий использования этого продукта можно пройти от начала до конца, такой тест должен создаваться на ранних стадиях разработки продукта. Вот в тот момент, когда мы говорили, что идет всплеск, идет резкий рост тестов, в этот момент должен появляться интеграционный тест. Сначала вы начинаете разрабатывать продукт, у вас в голове просто концепция, вы просто набрасываете скелет. Вы пока не знаете, из каких классов даже что будет состоять, вы просто собираете и говорите: так, у меня здесь будет Flutter, здесь у меня будет Postgres, здесь у меня будут вот такие компоненты, здесь такие. Примерно так это будет соединено. Пока еще рано тестировать. Вы просто склеиваете, набрасываете. Потом вы это все запускаете у себя на лаптопе, у вас это все оживает, вы видите первый Hello World, вы понимаете, что концептуально вы сложили картинку, наверное, это все работать будет. То есть, да, действительно, этот фреймворк с этим состыкуется. Когда у вас появляется эта уверенность, что это одно с другим работать будет, в этот момент вы создаете интеграционный тест. Не юнит-тест пока еще, а интеграционный тест. Вы говорите: окей, вот у меня Hello World нарисовался на экране, при этом его нарисовал Flutter, которым на мобильном телефоне, допустим. То есть собралось мобильное приложение, вот оно у меня на Android нарисовалось, на iPhone нарисовалось, к бэкэнду обратилось, бэкэнд пошел в базе одна табличка, в этой табличке он достал Hello World, нарисовал, на Android мы это увидели. Супер! В принципе, все работает. Следующий шаг. Сделаем этот интеграционный тест. Давайте это увидим в автомате. Вот то, что мы сейчас увидели вживую, человеческим глазом, давайте это увидим в автоматическом режиме. И это будет сложно сделать. Обычно это сделать тяжело. Это займет время у вас. Но вы должны это сделать. Это следующий шаг. Шаг номер 2. После того, как у вас появился скелет программы, вы делаете, не начинаете набрасывать туда функционал, рано еще. Вы делаете интеграционный тест, который бы по одной кнопке, чтобы был один скрипт, это очень важно, не набор скриптов, не набор докер-контейнеров, не набор шагов, а один. И желательно, чтобы он был автоматизирован в каком-то сервисе, который это делает. Например, GitHub Action или какой-нибудь Circle CI, где угодно, в каком-то cloud-based формате. Или если у вас не cloud-based, а вы делаете какую-нибудь in-house разработку, то в какой-нибудь Jenkins это вставьте. Чтобы по одной кнопке вы видели, как у вас все собирается целиком. Это сложно, это сделать непросто. Зачастую это такой вопрос, это некое даже искусство, потому что вас обычно авторы фреймворков, которые вы используете, они вам помогать сильно в этом не будут. Они тоже зачастую такие не очень тест-ориентированные ребята, и они больше про функционал. Давайте функционал, вот как сделать новые функции, а как хорошо протестировать, обычно это будет одна маленькая страничка внутри их документации. Дальше вам нужно будет разбираться самостоятельно, как действительно сделать качественные тесты для вот этого вашего Hello World, который вы построили. Вот. То есть вы должны иметь в этом диапазоне между юнит-тестами и интеграционными тестами должны иметь все. Лучше иметь, конечно, чистые юнит-тесты и красивые интеграционные тесты, сложные, собирающие все воедино. Так, это вторая мысль, которую я вам сказал. Теперь третья, еще один такой маленький философский вопрос. Вы должны понимать, что задача тестирования, любого тестирования, заключается в том, чтобы найти ошибки. Не чтобы сказать, что ошибок нет, а чтобы ошибки найти. То есть если ваша система юнит-тестов, которую вы создали, юнит-тестов интеграционных всех вместе, система тестов, если она умеет находить ошибки, то значит она эффективна. Если же она не умеет или плохо умеет, или просто всегда говорит, что все окей, то эта система слабая. То есть тест, отсюда вытекает следующее заключение, что тест, который нашел ошибку, правильно говорить, что это удачный тест. А тест, который прошел и ошибок не нашел, хотя они там есть, то этот тест, наверное, неудачный. Поэтому, хотя обычно терминология обратная. В литературе, в разработке вы будете встречать обратную терминологию, вам будут говорить, что, допустим, 28 тестов successfully passed.
successfully прошли. Или там success. Напротив каждого теста будет зеленым написано success. Это как бы уже к этому все привыкли, но это контрлогично. Это интуитивно вроде бы так кажется, оно интуитивно нам так хотелось бы, наверное, чтобы выглядело, потому что если все зеленые, значит у нас success. Но по логике должно быть как-то, на мой взгляд, как-то иначе. Наверное, должно быть сереньким цветом написано, что, мол, nothing found, ничего не нашли, серым цветом. Мы не знаем, было там что-то, не было, но мы ничего не нашли. То есть nothing должно писаться. А зеленым писаться, типа success, типа ошибка найдена. То есть у нас получилось здесь что-то найти. И также вы должны мыслить в обычном тестировании. Если вы какого-то, допустим, тестера просите вашу программу протестировать, то если он вам возвращает информацию, я все протестировал, ошибок нет, то вы должны понимать, что это fail. Вы ему зря, скорее всего, деньги заплатили. Он зря для вас, он не сделал полезной работы для вас. Полезная работа, если он вам вернул список ошибок. Это такое немножко отступление в сторону от конкретно юнит-тестирования, автоматизированного тестирования. Это просто о философии тестирования. Правильная философия тестировщика заключается в том, что если я нахожу дефекты, я эффективен. Если я дефектов не нахожу, я неэффективен. Либо я бездельник, либо я неграмотный, либо некомпетентный, либо у меня плохие инструменты, которыми я пользуюсь, либо у меня мало было времени. Какие угодно причины. Но если я не нашел ошибок, то моя работа не имела смысла большого. И когда вы берете тестировщиков в команду, то правильнее ставить им задачи на количество дефектов, которые они должны найти. Вот у вас есть команда разработки и команда тестирования. Вы в команде разработки. Вы должны тестерам ставить задачи. К концу недели найдите в нашем продукте 25 дефектов. Это, на мой взгляд, единственная правильная формулировка задач для тестировщиков. Именно по количеству. Найдите нам какое-то количество дефектов. Они могут в разной сложности быть. Найдите нам, я не знаю, найдите 25 сложных дефектов. Найдите 5 суперсложных, суперважных дефектов, суперкритичных. Найдите 10 микродефектов. Как угодно, вы можете варьировать детализацию этой задачи. Но самое главное, чтобы вы ставили задачу на нахождение дефектов, а не на прохождение тестов. Нельзя ставить задачу, вот тебе неделя, тестируй наш продукт. Проверь, что все нормально. Как обычно ставят задачу тестировщикам. Проверь, что все работает. Это контрлогичная задача, потому что тестировщик может ничего не делать всю неделю и сказать в конце, я проверил. Как проверить, что он проверял? Как узнать, проверял ли он? Как проверить, что он... надо второй раз тестировать опять заново, чтобы доказать, что он не проверял. У нас такой возможности нет, у нас же один тестер, одна команда тестировщиков. Поэтому нельзя им ставить задачи, пройдите весь функционал, проверьте, что все работает. Это задача, на которую грамотный тестировщик будет просто ничего не делать. Если бы я был тестировщиком, мне поставили бы задачу протестировать мне софт, то я бы находил, может быть, я бы не делал так, чтобы я бы не работал в формате ничего не делать, но я бы делал по абсолютному минимуму. То есть я бы делал минимум из того, что нужно сделать. Я бы 1 час в день тратил на работу, остальное занимался своими делами. И за этот час я находил бы 1-2 дефекта какие-то, чтобы просто сделать видимость, что я действительно работаю. И все. И это бы удовлетворяло моего заказчика. А вот если бы заказчик приходил ко мне и говорил, я заплачу тебе $100 за каждый серьезный дефект, который вы найдете в этом коде, то все понятно. Результат моей работы совершенно очевиден. Я должен находить дефекты, а мне за них платят. Я нашел, мне заплатили. Если я не нашел, то либо их там нет, либо их там нет, так не может быть, потому что в любой программе есть дефекты. Но либо там их трудно было найти, тогда я должен цену повысить, я должен сказать, слушайте, за 100 в вашем коде, который очень стабильный, очень хороший, я искать не буду, за 1000 буду. Потому что у вас сложный код, мне приходится разворачивать на сложной платформе, какие-то инструменты использовать сложные, времени тратить много. Вот за 100 не буду, за 1000 найду. То есть дальше идет просто торговля по цене. Сколько стоит один дефект? В разных системах он стоит разные суммы. В стабильных системах дефекты дороже, в менее стабильных, в таких еще пока сырых, дефекты можно и за 1 рубль находить, потому что там открываешь страницу, она не работает, вот вам дефект. Он ничего не стоит. Но если это уже вы тестируете какое-нибудь там приложение, например, типа Твиттера,
то, конечно, в нем уже найдены многие дефекты. Найти новый дефект будет вам стоить и не $1000, и, может быть, и не 10 тысяч. Вы должны 100 тысяч потратить, чтобы сделать какое-то сложное тестирование этой системы, нагрузочное, какое-то penetration тестирование, security тестирование. В итоге вы найдете дефект. Дефекты есть везде, в любой системе. Возвращаемся теперь к юнит-тестированию. Если эту философию перенести на юнит-тестирование, то, наверное, было бы так вот логично, чтобы тесты назывались не success и fail, а назывались хотя бы цветами, красный, зеленый. Я буду дальше так и говорить, что если тест зеленый, значит он сфейлился, то есть он не нашел ничего там, он не смог показать, что программа бракована. Ну и сказал зеленым цветом. Я, мол, прошел, тут вроде все позапускал, вот это ваш калькулятор, он всегда возвращает, допустим, 5, я дал ему 2 и 3 на вход, ну на выходе он 5 вернул, я зеленого цвета. Но это заглушка, это нереальный калькулятор. Он 5 вернет и даже 0 плюс 1 ему передай, он все равно 5 вернет. А тест зеленый. То есть это такой мизлидинг тест для нас. Он бы лучше бы не зеленым бы не кричал про себя зеленый, а сказал бы тихо серым цветом, nothing, типа я ничего не нашел. Пусто здесь, пусто, empty. Никакой ценной информации этот тест нам, так сказать, не принес. Ну и все, серым цветом. Вот так, это такое отступление. Просто держите это в голове, что есть такая философия. Вот, ну, теперь еще хотел рассказать немножко, и потом уже перейдем к техническим вещам, которые я вам хотел показать. Рассказать про эти самые флеки-тесты, флаки или флеки, как правильно, флеки, наверное. Это тесты, которые, наверное, вы слышали этот термин, это тесты, которые сегодня работают, завтра не работают. Они доставляют очень много проблем. На самом деле, наверное, это одна из самых серьезных проблем в области тестирования. Это вот эти вот тесты, которые дают ложную информацию, ложные срабатывания. Они либо ложно срабатывают в плюс, либо ложно срабатывают в минус. Причем, как мы только что обсудили, плюс и минус зависит от интерпретации, от философии разработчика. Ну, почему эта проблема, наверное, понятна. Потому что невозможно им доверять. Невозможно им доверять. Это как бы, когда представьте себе сетка безопасности вокруг дома, которая иногда пролетают кирпичи сквозь нее, а иногда она их ловит. Ну, можем ли мы с такой сеткой работать? Мы будем считать, что она просто не рабочая. Мы будем пытаться построить какую-то другую сетку. Мы не сможем, никакой строитель не будет с такой сетью работать, если она не просто в дырках, а она в одном месте в дырках, а на утро меняют, и там, где она была целая, она в дырках. А на следующий день меняют опять. И вот каждый день строитель не знает, в какое место ему кирпич можно бросить, а в какое он попадет на голову человека. Вот это флеки тест. В итоге строитель, конечно, будет просто считать, что нет никакой сети и будет работать без нее. С этими флеки тестами то же самое. Они дают ложную информацию, которая уводит программистов уводит в сторону, давая ему надежду в одном месте и наоборот обескураживая его в другом месте. Что с этим происходит? Что делать с этим? Ну, наверное, причины. Причины у появления таких флеки-тестов это, конечно же, это, не только, это антипаттерны. Антипаттерны тестирования. Я вам приведу в конце, дам ссылку, на мою статью, на блоге у меня есть статья, где перечислены больше 30, по-моему, 30 антипаттернов, в общем, много, несколько десятков антипаттернов для юнит-тестирования. Эти антипаттерны люди, не я автор этих антипаттернов, я просто собрал такую коллекцию, нашел в разных местах. Люди классифицировали эти ошибки, которые программисты совершают, пока пишут тесты. И если у вас в тестах много ошибок такого типа, таких антипаттернов, то есть вы неправильно пишете тесты, и вы не одиноки в этом. Так многие делают. Почему это называется антипаттерн? Потому что это уже стало паттерном, потому что это повторяют люди из года в год в своих программах. И вы будете делать то же самое, если вы не прочитаете про эти антипаттерны и не узнаете, что, оказывается, это до вас уже сделано, и вы просто повторяете. Например, один из классических примитивных антипаттернов – это когда люди называют свои тесты, наверняка у вас тоже это встречается, называют свои тест-методы внутри тест-класса. Они у них называются тест 1, тест 2, тест 3, тест 4, тест 5. Это антипаттерн, называется enumerator. То есть, давая название таким бестолковым способом, таким неинформативным способом, давая название своим тест-методам или тестам, можно еще тест назвать, тест 1, сам класс. Не какой-то там, не знаю, там book-тест, то есть, который тестирует класс book, а назвать его тест 1, тест 2. Так делают люди очень часто.
то это к чему приводит? Это приводит к тому, что в итоге через неделю, через 2, через месяц, через 3 вы не поймете, о чем эти тесты. И когда они начнут давать ошибки, то вы начнете их исправлять, этот ваш тест 12, вы будете исправлять, не понимая, что он тестирует толком, не понимая замысел его создателя. Вы, скорее всего, исправляя его, внесете в него какие-то ошибки, которые, может быть, временно сработают. Вы так его подкрутите, так его исправите, что он временно заработает. Но через время он работать перестанет. И вот этот вот, благодаря этому антипаттерну enumerator, вы создадите такой хаос внутри теста. И так далее. Таких антипаттернов много. Они, конечно, не напрямую ведут к дефекту, потому что если бы это был дефект, это был бы дефект, он бы не назывался антипаттерн. Как и в программировании. Паттерн это же, ну, как везде, не только в тесте, так и в программировании. Антипаттерн это решение, которое работает, но работает с дефектом, работает даже не с прямым дефектом, а работает так, что код в итоге становится плохо понятный, плохо читаемый, плохо поддерживаемый, и приводя в итоге к ошибкам. Также и антипаттерны тестирования. Если вы так, например, именуете свои тест-методы, то вы в итоге получите проблемы. В итоге все придет к этим флаки-тестам. Это главная проблема. В итоге все к этим флаки ситуациям сводится. Мы так пишем тесты, что они тестируют, в какой-то момент тестируют, в какой-то момент перестают тестировать и дают какие-то ложные сигналы. Что происходит, когда это случается? Ну, чаще всего просто удаляются тесты. Это на самом деле даже, я бы сказал, наверное, лучшее решение. Наиболее радикальное и наиболее логичное, и наиболее эффективное. Просто удалить тот тест, который флаки, который вы увидели, что он то вверх, то вниз. Потому что фиксить его и пытаться сделать так, чтобы он все-таки был более стабилен, чаще всего будет тяжело и не получится. Вы что-то сделаете, опять какой-то костыль вставите туда, он будет, может быть, чуть реже так работать, а все равно в какой-то степени он останется этим флаки. Поэтому лучше его удалять и переписывать, писать другой тест, который написан без этих антипаттернов, который написан более правильно. Вот. То есть, если ваш билд то работает, то не работает, а флаки-тест приводит к тому, что билд будет то зеленый, то красный. Если вы посмотрите на свой Continuous Integration график, на Continuous Integration dashboard, то если у вас там то зеленое, то красное, то зеленое, то красное, то это значит, что у вас какие-то тесты флаги. Это могут быть юнит-тесты, это могут быть интеграционные тесты. Возможно, у вас, чаще всего эти флаги становятся вот те тесты, которые на этой шкале правее, то есть ближе к интеграционному тестированию. Потому что если у вас чистые юнит-тесты, то они не могут быть флаги. Если у вас чистый юнит-тест, то трудно себе представить, чтобы он был флаки, потому что у него нет зависимости. Он берет этот объект, который вы тестируете, или класс, который вы тестируете, он все зависимости подставляет туда поддельные, фальшивые, специально созданные для тестирования этого класса. То есть класс не обращается больше ни в какие нестабильные источники данных, источники функционала. Он работает только с поддельными элементами. А значит, эти поддельные элементы созданы вот они в тесте. То есть тест создал поддельные элементы, вставил их в этот класс и протестировал класс. Трудно представить себе, что через год может случиться, чтобы вдруг этот тест стал красного цвета. Мы же все сделали, так сказать, все в лабораторных условиях, все в изоляции. А вот интеграционный тест очень легко представить, что там может пойти не так. Например, как с нашим примером с калькулятором. Мы запускаем его, создаем этот Docker image, в нем берем какую-то операционную систему, как я сказал, CentOS. Но не указали, например, ее версию. То есть ставится CentOS каждый раз, при каждом запуске берется свежая CentOS. Через какие-то год, два, три эта свежая версия меняет что-то внутри, и дальше наша инсталляция нашего пакета уже не работает. Такую ошибку легко допустить. И ошибки зависимости зачастую приводят к нестабильности тестов. То есть лучше всего, когда тест при тестировании какого-то компонента, он все зависимости, которые нужны для этого компонента, он их фиксирует жестко. Фиксирует по версиям, фиксирует по датам, фиксирует максимально, насколько это возможно. Не всегда это возможно, иногда у вас просто не получится зафиксировать все зависимости.
Ну вот, такая беда с этими флеки-тестами. Вы просто должны понимать, что они уже получили свое название. Если они у вас встречаются, то знайте, как это называется. Здесь вы тоже не одиноки. У всех такое случается. Эти нестабильные тесты – это огромная беда. Ну и последний пункт, до того, как я вам покажу уже пример в коде, это мокинг. Тоже, что хотел бы сказать. Значит, что такое мокинг? Многие наверняка знают из вас, но расскажу. У вас есть... Ну, например, вы пишете класс, который берет input stream, из этого input стрима читает... Нет, давайте что-нибудь поинтересней. Берет, допустим... Ну, давайте input stream, хорошо. Ну, какой-то поток. Давайте даже от языка отсоединимся, программирование. Давайте предположим, у вас есть какой-то класс, который берет поток данных, текстов, поток текста, то есть текстовый контент некий, и в этом текстовом контенте текстовый файл, вот так. Ваш класс делает следующее. Он берет файл, предполагая, что это текстовый файл, читает его и говорит, сколько там он слов нашел, то есть сколько пробелов было. +1. Считает количество пробелов, прибавляет единичку и возвращает. Это будет, наверное, количество слов в файле. Нам нужно его протестировать. Нужно написать юнит-тест для этого класса. Ну, первый вариант это взять ему, даже не так, да, предположим, что этот класс берет файл, который находится у него внутри, он уже знает этот файл, он с ним вместе идет, он этот файл читает и возвращает количество слов. Ну, первый шаг это, если мы его запустим, то он будет абсолютно флеки, этот тест. Представьте себе, что у нас есть класс, который берет файл, находящийся где-то в проекте, тоже лежащий как артефакт внутри проекта, читает его, считает количество слов, возвращает цифру. И вот мы пишем юнит-тест. Юнит-тест вызывает этот класс и говорит, посчитай. Класс возвращает цифру 28. И мы в тесте пишем assert, то есть убедись, что цифра 28. Запускаем тест, он зеленый. Все хорошо. 28, 28. Укладываем в тест репозиторий, проходит 2-3 недели, кто-то берет этот файл, из которого читает наш класс, и меняет там какой-то контекст. Ну, текст там меняет, добавляет там слова, почему-то ему это нужно было сделать. Наш тест падает. Он уже больше не говорит, что там 28, он говорит какую-то другую цифру, с нашей 28 она не равна. То есть мы должны теперь, поменяв там текст в этом файле, мы должны вспомнить, пойти в этот тест, который упал по каким-то непонятным причинам. То есть человек, который меняет там контент в этом файле, он совершенно не ожидает, что это вдруг повлечет за собой изменения в этом тесте. И он открывает тест, и там просто сравнивается 28 чем-то. Он не знает толком семантику этого класса, что он считает слова, что он прибавляет единичку к количеству пробелов. Ему все это неизвестно. Он должен в этом всем разобраться. Он должен разобраться и понять, что цифру 28 нужно почему-то поменять на... Теперь там цифра не 28, а 540. И вот там в тесте сказано, 540 не равно 28. Он думает, что ему делать? Удалить тест? Или пускай это будет 540 вместо 28? А может быть это неправильно? Может быть это изменение в файле не должно приводить все-таки к 540? Может быть там внутри этого класса дефект? Может быть там все-таки 28 должно быть? То есть как ему все это понять? Ему это тяжело понять. Почему? Потому что у этого класса он зависим от внешнего ресурса, который не является его, частью его. То есть, допустим, мы для того, чтобы, как я говорю, для того, чтобы тестировать этот класс, мы ему на вход подаем, он берет файл из репозитория. Мы можем разорвать эту зависимость. Это правильно, вообще весь мокинг это о breaking dependencies. Вы должны разрывать зависимости между вашими классами, которые вы тестируете, и тем, от чего они зависят. В данном случае наш класс зависит от внешнего файла. Мы эту зависимость должны разорвать. Например, как? Например, мы можем во время теста создать временный файл, и этот временный файл передать туда, в наш тестируемый класс. И сказать, бери вот отсюда слова. Не оттуда, где ты брал, не там считай слова, а бери здесь, из этого файла, который мы временный создали и тебе даем для тестирования. Это лучше. Потому что мы теперь уже внутри теста мы видим, что происходит. Мы во время теста создаем файл, в этот файл записываем необходимые нам слова, какой-нибудь hello world, потом делаем вызов этого счетчика слов, он нам возвращает цифру 2, hello и world, и мы сравниваем 2 равно 2.
Все, тест зеленый. Это называется breaking dependencies, и это, в общем-то, ну, можно назвать, это даже не мокинг пока еще, но это первый шаг к такому вот мокингу. Однако это еще не конец. Почему? Ну, это еще не идеальный юнит-тест. Почему? Потому что он все-таки зависит от файловой системы. Ну, например, это может привести к, ну, может быть, такой лабораторный пример, но тем не менее, это может, например, не работать. Этот тест может быть флаки на, например, другой операционной системе, на Windows. Если я сделал у себя временный файл, например, я делаю его в каталоге /tmp, допустим, я на Linux, я делаю /tmp и туда его складываю. Передаю его, на Linux все срабатывает. Но на Windows этот тест проходить не будет, потому что там другая система именования файлов, и, соответственно, тест будет не работать. То есть было бы удобнее, лучше сделать так, чтобы этот тест, чтобы этот класс, точнее, на вход получал не файл, не путь к файлу, а некую поддельную сущность, которая ведет себя как файл, из которой тоже можно прочитать, достать оттуда текст, достать оттуда hello world. Но она при этом не идет в операционную систему, в файловую систему. Она просто на лету делает вид, слово mock это кривлять на английский, то есть она кривляет, то есть она как бы делает вид, что она файл. Такой подражает, что ли, файлу, или, ну, как это сказать по-русски правильно, ну, mock, это дословно это кривлять. То есть играет роль файла. И вот мы в рамках теста, внутри теста, создаем такую сущность, такой некий объект, который умеет вести себя как файл, но он не файл. Он не идет в файловую систему. И мы этот mock object, так называемый mock объект, передаем этому нашему счетчику слов. Он, не подозревая о том, что случилось, он думая, что ему передали файл, он из этого файла читает там, по слову, по байтно, по символу, построчно, считает, там, делает свою работу, считает слова и возвращает нам цифру, нужную нам 28. Это идеальный вариант. Почему? Потому что это в чистом виде юнит-тест, мы ни от кого не зависим, ни от каких файловых систем, ни от чего. Он будет работать исключительно быстро. Ну, не нужно ему будет создавать файл, потом удалять файл. Это будет супер быстрый тест, он будет занимать какие-то там миллисекунды, может быть десяток миллисекунд. И он, конечно, собственно, изолированный, самоизолированный. То есть я, читая текст этого теста, я могу абсолютно точно сказать, что он либо работает, либо не работает. Никуда мне не нужно больше смотреть. У меня все передо мной в рамках этого одного микротеста, такого юнит-теста. Вот, так работает мокинг, такая его идея. Дальше появилась вещь, которая, на мой взгляд, это очень полезно. Вот скажу, что этот мокинг, конечно же, безусловно, очень полезный инструмент, полезный механизм. Так делать нужно всегда. Стараться делать так всегда передавать зависимости, которые такие вот поддельные. Но есть вещь, которая, так сказать, ложка дегтя в этой всей парадигме, это мокинг-фреймворки. Вот это, на мой взгляд, зло. Большое зло, которое я бы не советовал использовать, не рекомендовал. Значит, что такое мокинг-фреймворки? В каждом языке они работают по-своему, но это такие библиотеки, которые позволяют на лету с помощью таких специальных команд, специальных инструкций создавать эти самые mock-объекты. Тут я вам сейчас, наверное, пора перейти к коду, я вам покажу, сейчас будем рассматривать код, и я вам покажу, как это может работать. Но поищите сами, посмотрите, что такое мокинг-фреймворки. Наверняка вы многие из них используете мокинг-фреймворки. В общем, в чем их главное зло? И это не только моя мысль, у меня тоже, по-моему, на блоге есть про это. Ну, погуглите. Mocking framework are evil. Вот, поищите по таким ключевым словам и найдете там массу статей на эту тему. Что происходит? Они внутри теста, программист этими специальными командами начинает конструировать этот поддельный объект. Конструирует этими командами языка программирования. Он, допустим, на Java пишет, значит, он на Java начинает вызывать какие-то там функции, какие-то методы у этого фреймворка, который в итоге ему склеивает этот объект. И он, вызывая эти функции, он говорит, вот создай мне объект, который будет при обращении к нему будет выдавать вот такой-то текст. А если к нему обратятся вот так, то пусть он выдает вот такой текст. А если его вызовут вот так, то пусть он null возвращает. А если его вот вызовут так, а потом вызовут так, то он должен что-то еще возвращать.
И эти все конфигурационные инструкции, они начинают при более сложном сценарии, чем тот, который мы описали сейчас, когда мы делаем мокинг такого источника текста. Если там что-то более сложное, то это конструирование этого мок-объекта, оно начинает занимать больше места внутри тестового метода, чем, собственно, сам тест. И я встречал ситуации, когда этот мокинг занимает 50 строк, а тест там 3 строки. Само уже тело, сама работа с этим мок-объектом, то есть создать тот самый класс, который мы тестируем, передать ему мок-объект, вызвать и посмотреть, что он вернул. Это 3 строки, 4, 2. А конструирование этого мок-объекта занимает 50 строк. И в итоге, оно очень сложное, оно такое не очевидное, и эти мокинг-фреймворк, хотя они, конечно, стараются сделать себя максимально такие интуитивными, максимально понятными. Makita, например, для Java это один из примеров. Неплохого фреймворка, который неплохо это делает. Но все равно, даже с Makita, текст получается крайне запутанный. Вот это конструирование этого мок-объекта получается очень запутанным и непонятным. И как только этот тест становится флаки, а он становится в какой-то момент, разобраться невозможно в этом конструировании, и чаще всего просто удаляют этот тест. То есть все, что вы пишете, все, что вы конструируете, вы удаляете. Это первая проблема. А вторая проблема, что при наличии такого сложного конструктора мок-объекта изменение продакшн-кода становится практически очень тяжелым или невозможным. То есть пока мы конструируем мок-объект, мы фактически конструируем внутренности некого объекта. Мы в этом коде описываем примерно сценарий того, как с нашим объектом будет обращаться вот этот собственно, тестируемый класс. То есть мы говорим, вот как в примере с нашим файлом, мы говорим, когда к тебе обратятся попытаются от тебя прочитать текст, то верни hello world. И дальше мы передаем этот наш мок-объект нашему счетчику слов. Он таки действительно делает, как мы и ожидали. Он обращается к нашему мок-объекту и говорит, дай-ка текст. Он ему возвращает hello world, и дальше все идет по нашему плану. По нашему плану, заметьте. То есть мы, создавая тест, мы предполагаем, что мы знаем, какой план у этого счетчика слов. И под этот план мы напишем тест. Приходит теперь другой программист через время, открывает этот счетчик слов и меняет план. Он по-другому хочет работать, он хочет считать их как-то по-другому. То есть какое-то другое у него взаимодействие с этим файлом происходит. Наш тест фейлится. Тест фейлится, но это ложное, тест показывает ошибку, тест становится красным. Но это ложная информация, потому что наш класс-то работает. Он просто поменял логику его работы, но функционал-то работает семантически, он же такой же, он же читает контент, он считает слова, он все делает правильно. А тест говорит неправильно. Что программисту делать с этим? Программист открывает, он только что исправил, не знаю, у него была там один метод сортировки данных, допустим, в массиве, он сделал сортировку более эффективную. А тест стал красным. Он его открывает, читает 50 строк этого мокинга и не понимает, что ему дальше делать. Ему менять этот план, как с этим всем работать. Он в итоге удаляет тест, теста больше нет, ему нужно писать заново тест. То есть ему это safety net поймала, сказала, что ты бросил молоток, но он ничего не бросал. Он понимает, что сеть не работает, что сеть срабатывает ложно. И он начинает, у него выхода нет, кроме как удалить этот тест и написать новый. То есть тест фактически не выполняет свою функцию. Тесты должны долгоживущими быть. Чем дольше тест живет в репозитории, тем лучше. Тесты, которые удаляются, это проблема для репозитория, это плохо, это трагедия, если нам нужно удалять тесты. Потому что мы, удаляя тесты, мы фактически делаем дырку в сети безопасности. И мы не уверены, как ее заштопать. Мы не всегда знаем, как это быстро сделать, потому что этот тест, он закрывал какой-то блок функционала. Если мы просто его красным крестом удаляем, перечеркиваем его, то у нас вопрос, а что вместо него? Если нам вместо него нечего поставить быстро, то и зачастую мы не знаем просто, что поставить. Потому что те знания о том, как ловить эти падающие кирпичи, они были год назад у кого-то в голове. И он написал такой сложный, длинный тест с кучей этих мокинг-инструкций. А сейчас мы его удаляем, у нас нет больше мокинг-инструкции, то есть информация утрачена, мы теряем эту информацию. Удаляя тест из репозитория, мы теряем огромный такой блок знаний, чаще всего он большой. Потому что мы же удаляем почему? Мы удаляем тесты, которые нам непонятны.
они либо флеки, либо они неподдерживаемые, либо они, тяжело их поменять, либо они становятся красными, когда мы понимаем, что они не должны быть красными. Что происходит? Мы их сносим, мы их удаляем. И это, конечно, это waste of money, потому что мы же проинвестировали в них, мы заплатили за них когда-то программистам, мы заплатили зарплату людям, которые их писали, они с нами прожили какое-то время эти тесты. И тут вдруг мы надеялись, что в нужный момент придет время, и наконец-то там этот кирпич полетит, и они дружно его поймают. А он полетел, а они дружно его не поймали. Они начали сигнализировать какие-то странные сообщения стали присылать. Красным там, красным там, красным там. Мы не понимаем, таки это баг или это дефект в тесте. То есть действительно ли это кирпич летел, действительно ли его нужно было поймать, действительно ли эти изменения, которые мы внесли, приведут к потере денег, например, в нашем приложении. Или это просто тесты, которые ложно включились, ложным цветом окрасились, и что с ними делать? Либо их удалить, либо их переписать. В общем, информация, то, к чему мы готовились, то, во что мы инвестировали, то, что мы хотели получить от нашей сети безопасности, она в нужный момент не дала нам. Это трагедия, это плохо очень. Вот так вот. Вы должны эту картинку понимать. Эту ситуацию с этим мокинг-фреймворком. Поэтому держитесь от них подальше. Это мой вам совет. Какая альтернатива этому? Что же делать, если нам нужно этот mock-объект создать, а у нас нет mocking-фреймворк, мы ее не используем? Нужно делать так называемый fake-объект. Это уже мой термин. Посмотрите, у меня на блоге есть статья, называется Fake Objects, где я предлагаю, наверное, это не моя идея, просто я название такое добавил к нему, Fake Objects. То есть вы должны делать объекты под тесты. У вас есть объект, который умеет считать слова, у вас есть объект, который умеет файл, собственно, продакшн объект, который берет тексты из файлов. Сделайте еще один фейк объект, специальный объект, не внутри, не под тесты, а прямо рядом его со всеми остальными объектами положите, который будет уметь доставать контент из строки в память. И его используйте внутри тестов. Тогда у вас не будет этого наслоения этих мокинг-инструкций, у вас не будет такого сложного кода, он будет просто один маленький объект. Вместо файл, вместо content from file у вас будет content from memory. И работать будет все компактно, удобно. В общем, почитайте статью. И последнее. У нас тут еще немножко осталось времени. Давайте я вам расскажу последнее, что я хотел рассказать. Это тесты должны давать информацию, когда тест становится красным, а я девелопер, который что-то поменял, то мне нужно, чтобы он не просто стал красным, а чтобы он мне качественно, толково, умно, детально рассказал, что же я такого сделал неправильно, что мне делать нельзя. То есть он должен не просто поймать падающий кирпич, а он должен сказать, кирпич, он должен сказать, что он поймал. Он должен сказать, уронили вы вот это, вот в этом месте вы уронили. Для этого первое, что я рекомендую, конкретные рекомендации. Первое, это пишите детальные сообщения к вашим assertion. Когда вы пишете assert в тесте, то есть когда вы сравниваете 28 с ожидаемой цифрой, вы не должны просто делать assert 28 равняется x. Эта информация малоинформативна. Эта информация вы только введете в заблуждение вас же через какое-то время. Пишите assert 28 равняется x. И дальше любой ваш тестинг-фреймворк вам даст такую возможность. Дальше текст идет. И в этом тексте напишите, мы ожидаем, что слов в этом файле будет 28 посчитано. И то, что он нам возвращает, должно быть равно этой цифре 28. Как-то так. То есть подробно напишите этот текст. Тогда через много лет, когда сработает это место, я как девелопер, даже следующий, получит полное описание этой информации. То есть это очень важно, чтобы ваши ассершены были подробно описаны. Это первое. Второе. Каждый ваш тестовый класс, я так считаю, это мое сейчас мнение, каждый класс, который вы тестируете, должен иметь строго в соответствии поставлен быть одному тестовому классу. Если у вас есть класс, не знаю, MyController, то у вас должен быть MyController-тест. Не MyController ABC тест, потом MyController CDE тест, потом тест All Controllers, потом, как это часто бывает, очень часто. Один класс на продакшене и к нему 2-3 теста. А потом там 2 класса на продакшене, а к ним вместе один тест. Такая неразбериха приводит в итоге, когда фейлится тест, я не понимаю, где же ошибка. Если у меня строгое соответствие, MyController тест. Я знаю, что если MyController тест, где-то у него красный цвет, то значит баг, значит что-то в MyController.
Это однозначная информация для меня, эта информация передается мне однозначно из имени теста. Всегда ставьте в соответствие 1 к 1. И неважно, какого размера будет ваш тестовый класс. Многие могут сказать, ну он очень длинный, потому что у меня очень много тестов. Это не важно. Это не реальный объект. Это не... Здесь принципы объектно-ориентированного программирования, что классы должны быть маленькие, они не подходят. Это на самом деле не класс, это просто набор скриптов. Каждый тестовый метод, это в основном во всех языках программирования, в большинстве, это именно так. Каждый тестовый метод это свой небольшой скрипт, некий сценарий тестирования. У вас их может быть 100 этих сценариев тестирования, может быть один большой, огромный тестовый класс, в нем может быть там 5000 строк. Это не важно, потому что никто его не читает целиком как класс, никто его не воспринимает как целиком объект. В нем просто находят то место, где ошибка, и вот это является конкретным таким блоком тестирования. Мы смотрим на этот блок, все остальное мы игнорируем. И даже если он стоит в строке 5520, то какая разница, что было до этого? Я смотрю только на него. Поэтому собирайте всегда строго один класс, один строго тест соответствия. Вот. Ну, дальше следующее, то, что я бы рекомендовал, я уже упомянул, именуйте тестовые методы правильно. То есть каждый тестовый метод должен иметь осознанное такое, правильно данное ему название. Не тест 1, тест 2, тест 3. А пишите, что вы пытаетесь протестировать. Лучше всего выберите какую-то нотацию для себя, как именно вы называете методы. Посмотрите, погуглите best naming, test method naming practices. На Stack Overflow есть огромный вопрос на эту тему и миллион ответов. Там многие люди предлагают, один так именует, другой так именует. Выберите какой-то свой принцип именования, и они все должны звучать одинаково. У них обычно длинные имена, чуть такие читаемые на английском языке, какое-то предложение, описывающее, что здесь происходит. Вот. Ну и дальше последние 3 важных пункта. И мы заканчиваем. Что делать, если внутри класса, внутри тест-класса, внутри даже тест-метода, вам нужно что-то такое подготовить или что-то такое сделать, что-то такое даже не мокать, а какие-то подготовительные работы произвести или подготовительные объекты создать. Ну, чтобы не и они дублируются. У вас есть, допустим, метод за методом идут, тестовые методы, и в них одно и то же. Вы делаете одно, допустим, вы создаете временный файл. И в этом месте вам нужен временный директорий с 3 файлами внутри. Это 4 строчки, допустим, на любом языке программирования. Файлы в директории, в нем там 3 файла вспомогательных. И в следующем тест-методе то же самое, и в следующем тест-методе, и в следующем. Вот у вас 3 раза, 3 копии, абсолютно один и тот же код. Конечно, код duplication, вы бы хотели его убрать. Первый примитивный подход – это сделать некий дополнительный метод, не тест-метод уже, а некий статический метод внутри этого большого класса, и там создавать эти директории с файлами. Это подход самый примитивный, тривиальный и наименее качественный. Второй подход получше – это сделать такой supplementary helper класс или helper utility класс, который положить где-то рядом с тестами и в него вложить эти собственно, вспомогательные процедуры. Тоже окей, но мы тут нарушаем правило, которое перед этим было выдвинуто, что у нас должно быть в тестовом хранилище исключительно лежать тесты. Каждый тест строго соответствует одному файлу из продакшн. То есть если у нас в каком-то пакете, если про Java речь, в каком-то пакете у меня 10 классов, то я ожидаю в правильно организованном репозитории 10 файлов с суффиксом тест. Не 10 файлов теста, а еще какой-то util файл, который тут мешается. А все-таки 10 тестовых файлов и все. Так бы мне хотелось. Вот, поэтому создавать утилитный класс, можно, это, конечно, лучше, чем статический метод, это все-таки отдельно и покрасивее, поудобнее, но тоже не идеально. Ну, это следующий подход. Еще один подход, который уже более профессиональный, это, например, кто с Java работает, я думаю, в других языках что-то есть подобное. Есть в JUnit 5 такая аннотация, называется extend with. Посмотрите, почитайте. Очень полезно. И вот временные файлы, допустим, создаются именно через такую аннотацию. Tempdir или tempdir в Java – это аннотация, которая с помощью extend with создана. То есть вы используете средства фреймворка. Хороший хороший тестовый фреймворк даст вам возможность делать такие вспомогательные подставки, такие, как это сказать, такие supplementary
supplementary scaffolding, то есть то, что вам вокруг тестов нужно построить. Хороший тестовый фреймворк это вам даст, используйте, изучите ваш тестовый фреймворк и посмотрите, как в нем, как они рекомендуют давать такие, устраивать такие вспомогательные инжекшены. Вот, ну и последнее, это используйте фейк-объекты. Это я вам про них уже говорил. Делайте так, чтобы объекты, которые вам нужны в тесте, вот, допустим, это создание директория и в нем какие-то 3 файла. Сделайте так, чтобы это был полноценный класс со своим полноценным функционалом и положите этот функционал в продакшн код. Почему-то вам он нужен во время теста. Какая-то в этом логика есть. Попытайтесь найти эту логику и сделать так, чтобы эта логика стала продакшн логикой. И тогда вы сможете ее использовать и во время вашего юнит-теста, и другие юзеры вашего продукта смогут тоже ее использовать. То есть вы сделаете вашу логику reusable. Это был бы идеальный вариант. То есть завершая наш разговор про тесты, скажу, что fake objects это, на мой взгляд, к нему бы хотелось приходить. Если вы пишете тесты, то старайтесь к нему, чтобы вы приходили и у вас эти fake objects появлялись внутри продакшн кода.